Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я расскажу вам про еще одну необычную неисправность, которой страдают некоторые старые Suzuki Skyway 400, и в принципе ей могут страдать любые четырехтактные одноцилиндровые двигатели с вариатором. Поехали! Обратился к нам клиент. С его слов, ему 3 года назад перебирали двигатель в другом сервисе, сказал, что перебирали только поршневую и головку, ниже не лазили. Спустя 3 года, причем ездил он вроде как мало, у него заклинил двигатель. Он привез скутер к нам разбираться. Почему не в тот сервис, не знаю, но это и не важно, особо сильно эта история не актуальна уже. Значит, мы посмотрели на этот скутер и решили для предварительной диагностики разобрать вариатор, снять крышку вариатора. И мои предположения о том, что двигатель заклинило довольно интересным образом, подтвердились. А что же с ним произошло? Я увидел ремень, который начал как бы по второму кругу наматываться на передние шкивы. Такое уже было несколько раз в моей практике, и абсолютно все эти случаи являются следствием проблем с двигателем. Далее я, прямо не разбирая вариатор, решил попробовать слить с него масло. И масло в моторе вместо 2 литров оказалось всего лишь 200-300 грамм. Что, в общем-то, подтвердило еще раз все мои догадки. Что произошло на самом деле с мотоциклом? Когда в двигателе не было масла, на скорости двигатель немножко подклинило. А поскольку ремень и вторичный вал двигался по инерции, по достаточно сильной, коленвал немножко притормозил, а потом попытался продолжить вращение, но было уже поздно, потому что ремень как бы сложило, и он начал накручиваться на шкив. Обычно это происходит на достаточно большой скорости. У меня вот есть истории, там около 100 км в час люди ехали, было и больше. То есть, когда ремень на задних щеках на малом радиусе, то есть на достаточно высокой передаче, если можно так сказать. И у ремня достаточно свободного хода, чтобы это сделать. Собственно, какие дальнейшие действия с этим всем делом? У меня были скутеры, на которых я это дело все снимал. Я еще тогда не знал этих нюансов. Ставил другой ремень. Они заводились и даже нормально работали на первый взгляд. Но через пару дней мотор заканчивался окончательно. В большинстве случаев после запуска такой двигатель будет стучать. Есть вариант, в принципе, разобрать это все дело и попробовать запустить его без вариатора. А вот в него уже у нас залито масло, которое, что называется, не жалко. И мы сейчас попробуем это раскрутить быстренько. Сразу же увидим, что сцепление здесь какое-то непонятное. Но это нас сейчас мало интересует. В обязательном порядке не забываем помечать шкивы друг относительно друга, чего не делает почти никто. Шкивы здесь, кстати, похоже, свежие. И видим такую картину. Демонтирую задние щеки. Они что-то тут у нас и слезать-то не хотят. Наблюдаю такую вот картину. Ремню, конечно же, хана. Демонтирую сам вариатор. В грузики сейчас не полезу. Ну и попробую его запустить. Как видим, скутер у нас запустился. Запустился он хреново, не сразу.
но запустился. Аккумулятор у него полумертвый, мне пришлось его прикурить. И, к сожалению, мотор работает не идеально. Тут, конечно, тяжело расслышать из-за того, что глушитель у него откровенно рассыпался уже очень давно. Вот это вот мероприятие, оно лучше работу его не делает. В общем, будем согласовывать с владельцем, либо же заменим ремень, зальем масло и он покатается. Но сразу скажу, мероприятие опрометчивое, я его, естественно, об этом предупрежу. Вот. Либо же мы будем сразу разбирать мотор, что куда более разумно, потому что дешевле выйдет. А сегодня с вами был я, Антон Больших, с коротеньким обзором интересной и необычной неисправности, которая на самом деле является просто причиной того, что человек не следил за маслом. К сожалению, последствия печальные. В лучшем случае это, скорее всего, опять будет переборка поршневой. Если ее уже один раз точили, значит, скорее всего, это будет гильзовка под номинал. Ну, что, в принципе, мы можем сделать без особых проблем. И потом эту гильзу можно будет по новой расточить. В принципе, все это ремонтируется. Нет абсолютно ничего, что нельзя сделать. Сделать можно все. Главное захотеть. А самое главное, чтобы это было целесообразно. Потому что, глядя на этот скутер, я, честно говоря, не очень много здесь вижу живых мест. Здесь ни суппорта заднего нормального, ни глушителя. Резина уже стоит, шинка уже такая явно изношенная сильно. Пластик поюзанный. Вот, и привезли его на грузовичке, такой лежащий на боку. То есть уже никто сильно не заморачивается с его сохранностью, к сожалению. А печально, на самом деле хороший мопед, если поддерживать его в хорошем состоянии. Ну, вот так. Что делать? А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. В любом случае, обязательно, пожалуйста, оставьте комментарий под этим видео, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Кстати, у меня есть профиль на Boosty, и там я выкладываю некоторое количество интересного эксклюзивного контента, который на YouTube, скорее всего, никогда не попадет. Мы вот снимали видеообзор мотика, как закатить мотоцикл, видео скоро выйдет на канале, если уже не вышло. Там есть очень смешные не вошедшие дубли и так далее. В общем, подпишитесь, кому интересно. Я думаю, что вы не пожалеете. Всем пока!